Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. И первый вопрос был: сколько же все-таки Lexus RX 400H кушает зимой? Вот, сегодня уже получается у нас февраль. Танюш, покажи, пожалуйста. Вот у нас средний расход получился за, вот, ну, грубо говоря, за последние 1600 километров. Это 9,4 литра 92-го бензина. А сейчас давайте сделаем таким образом. Сейчас мы сбросим расход. Вот. И немножечко покатаемся для того, чтобы, ну, в принципе, понимание возникло, сколько же все-таки эта машина кушает зимой при нулевых отрицательных температурах. На улице -1, на самом деле не очень холодно. Но, тем не менее, я думаю, будет эксперимент достаточно интересный. Поехали. Так. Сейчас вот пока выезд из двора со всеми делами, в общем, будет у нас. Да, кстати, кто не знает, Lexus RX 400H задом может перемещаться только на электротяге. Поэтому, если вдруг кто-то буксует зимой, имейте в виду, что прорываться вперед у него получается намного лучше, чем пятиться назад. Ибо дури назад у него намного меньше, чем дури вперед. Так, что там у нас вот за этой горой? Ни хрена ничего не видно. На камере никого вроде нету. Никого. Поехали. Вот, тем не менее, машина, в принципе, зимой ведет себя хорошо. Кстати, там, Танюшка, зачитай вопросы, там, какие были еще, давай сразу еще попутно будем про них разговаривать. Двигатель заводится стартером, много энергии тратится при старте ДВС. Вот, двигатель у него заводится при помощи электромотора, который его приводит в движение. Соответственно, стартера у него вообще в принципе нету, как и куча других навесных приборов. Как прогреть двигатель зимой, если стоя на месте ДВС не работает, а питает батарея? А кто сказал, что стоя на месте ДВС не работает? Двигатель внутреннего сгорания у него работает не только для того, чтобы тянуть машину. Он подключен к системе отопления. То есть у него система обогрева салона, она не электрическая, она у него на антифризе. Соответственно, холодный антифриз, он не может прогреть автомобиль, в смысле салон. Если он не может прогреть салон, он в этой ситуации делает просто, он заводит мотор, и пока антифриз не будет горячим, он его не глушит. В тачке с простым ДВС расходы крупные в случае поломок. Это ДВС и АКПП. В гибриде же сам ДВС, АКПП, батарея, инвертор, который стоит десятки тысяч. Стоит ли все это ради экономии топлива? Ну, давайте так, с самого начала. Экономия топлива – это как бы, ну, не единственный фактор, который людей мотивирует купить такие автомобили, да? Самый первый вопрос, который касается гибридного автомобиля, это все-таки, во-первых, налоговая база другая, да? То есть по налогам вы платите не... Что там у нас, кто-то поворачивает? Танюш, убери от зеркала, пожалуйста, камеру, да? Вот, когда вы покупаете гибридный автомобиль, у вас есть, во-первых, налоги, да, то есть, которые вы платите. Вот, допустим, вот у этого автомобиля 211 лошадиных сил в ПТС-ке. То есть, это, в принципе, очень даже нормально. То есть, там по налогам в год получается, ну, где-то, грубо говоря, там, 14, наверное, да, Танюша, если не ошибаюсь? 13-14, да. Поэтому вот экономия, раз. То есть, грубо говоря, если вы берете такую же мощную машину чисто на двигателе внутреннего сгорания, это у нас Lexus 350 получается, да, ближайший к нему по мощности, то Lexus 350, у него уже там лошадей очень много в ПТС-ке. Соответственно, вы по налогам вообще попадищенко получаетесь. Попадулинки. Так. Поэтому в этом экономия, раз.
Во-вторых, вот вы только что сказали, да, что у автомобиля дорогостоящие как бы эти агрегаты. Коробка передач, я думаю, что стоит не очень дешево, ну, скорее всего, 1030-40 она стоит по-любому на Lexus RX 350, допустим, да. Вот, здесь у нас, да, есть слабое место инвертор, относительно слабое, потому что вообще первые проблемы с инверторами, которые были на Lexus RX, они все попали под отзывы, то есть эти машины были отозваны, инверторы поменены, соответственно, автомобилей уже практически не осталось с инвертором, которым, ну, был проблемный. Вот. Единственное, что может случиться здесь, допустим, это мы можем перегреть инвертор, потому что была неисправна помпа. И вот мы немножечко попозже заглянем под капот, и я покажу, где посмотреть эту помпу и как вообще ну, понять вообще, работает она, не работает, насколько она корректно работает и так далее. Вот, поэтому по стоимости, ну, как бы владения автомобилем, разница в цене, я не думаю, что получается какая-то существенная. Я так думаю, что даже вообще ее, может быть, никакой не получается. Скорее всего, очень символично. Вот смотрите, мы вот только что тронулись, кстати, покажи расход. Вот мы только что тронулись, сейчас мы проехали пока 2 километра на холодной машине, у нас расход сейчас примерно уже 17 литров. Я вот не знаю, там человек, который писал, ну там 12 литров, да, писал. Недавно просто какой-то отзыв в интернете нашел, где человек писал, что у него получилось 18 литров расход на RX 400. 18 литров вообще здесь нереальная цифра, потому что вот он с прогревом сейчас. Вот в данный момент он считает, что все нормально, все прогрето. Видите, он двигатель не заводит. Сейчас вот, если вы слышите, какая тишина, то двигатель сейчас не работает совсем. То есть мы сейчас и на электротяге практически едем. Поделитесь со статистикой в зимнее время расхода бензина. Просто считаю, смотрю про ваш 7-9 расход. Ездил недавно минус 23, в среднем температура за бортом. Проехал 1000 километров, расход составил 12,2 литра, а в городе с прогревами 16,8. Вот он как раз этот вопрос. Да, вот, кстати, хороший вопрос. Мы вот сейчас как раз в конце этого видео, получается, ответим на расход, в смысле на то, какой, в принципе, у него расход получается. Да, конечно, тут не будет минус 20 у нас. К сожалению, в Московской области достаточно сложно найти, чтобы прям температура так прям проваливалась. Практически, ну, не было, у нас 2 или 3 дня было всего, и минус 23. Вот, но тем не менее, допустим, конкретно про расход топлива можно подумать еще вот в том плане, что посмотрите, какая резина. Потому что от резины, во-первых, зависит то, насколько машина хорошо едет накатом. Вот, если машина накатом едет плохо, соответственно, она больше тратит энергии на то, чтобы катиться. Соответственно, вот тут, возможно, будет какая-то потеря, но я не думаю, что это там на литр даже. Ну, ладно, допустим, на литр расход убавится. То есть, если у вас было 12, значит, станет 11. Но все равно много. Поэтому, все-таки, наверное, имеет смысл сделать диагностику автомобиля, потому что могут быть несколько вариантов, почему расход большой. Первый вариант, самый, ну, нехороший, наверное, для вас, это вам надо продиагностировать батарею, высоковольтную батарею, потому что если высоковольтная батарея у вас, допустим, есть какие-то выбитые банки, которые не работают, компьютер автоматически начинает делать что? Он всю мощность батареи понижает до того уровня, чтобы, ну, все баночки работали ровно. И вот в этот момент у вас может возникнуть ситуация, что он практически не пользуется электроприводом, то есть он едет чисто на моторе у вас постоянно. Соответственно, расход у вас получается вот такой немаленький. То есть этот вариант, в принципе, понятен, да? Или второй вариант, который тоже, в принципе, возможен, этот вариант, у вас проблемы либо с воздушным фильтром, либо со свечами. То есть тоже варианты. Потому что в этой ситуации, ну, как у всех обычных ДВСов, то есть расход сильно повышается, если у вас проблемы либо с зажиганием, либо с воздушной смесью. Тут тоже, ну, ничего удивительного. Вот. Поэтому вот два таких вот момента есть, которые все-таки вам желательно выяснить. Но расход 12 литров
или 16 литров, как вы сказали, в городе. Это, ну, практически невозможно. Вот смотрите, мы сейчас проехали, еще мотор, ну, практически не до конца прогрелся. Вот он уже, пожалуйста, у нас практически всегда переходит на электричку. Сейчас мы автобус пропустим. Уже 16,7 получилось. Это мы еще не ехали активно, то есть мы реально по пробочкам толкаемся. Сейчас мы начнем ехать более-менее нормально, расход еще упадет. То есть расход, я думаю, что по приезду на место у нас будет, ну, тоже порядка там, ну 10 литров, допустим, ладно. Потому что, ну, прогрев и короткая перебежка, ну, так вот всегда получается. Поэтому машину короткими перебежками, вот, ну, конкретно вот если мы говорим про Lexus RX 400H, короткими перебежками расход достаточно большой получается, потому что у тяговых батарей есть один нюанс, тоже нехороший, зимой. Дело в том, что когда батареи холодные, прежде чем они начнут нормально работать, их надо прогреть. То есть на прогрев батареи на самом деле уходит где-то, ну, минут 20 у него. То есть если у вас дорога была меньше, чем 15 минут, грубо говоря, меньше, чем 20 минут, то в этой ситуации он, опять-таки, батареями тоже практически не пользуется. И, естественно, КПД у всей этой системы, ну, сильно понижается. Если вы, допустим, километров на 30-40 куда-нибудь ездите, то там, конечно, получше. Вот мы сейчас выезжаем на трассу. Это у нас Ярославка получается. Вот, и сейчас вы увидите, что у нас вот мы пока вот ехали по городу, получается, у нас уже 17,1, да? Почему уже? Потому что вы видели, что мы начинали с 20 литров, да, у него там отчет начался. Вот. Но сейчас мы будем ехать уже более-менее нормально, с нормальной скоростью, то есть у нас расход сейчас, ну, будет сильно падать, вот уже 16,8. И у нас получится, в принципе, да, нормальный полный цикл, потому что от холодного мотора, как завели, сразу включили камеру, до полного прогрева. Вот на наборе у нас скорости практически, получается, пошел расход. И вот сейчас вот мы в таком примерно режиме со скоростью 90 км в час перемещаемся. У нас расход, он, видите, больше 10 литров, обычно и не поднимается. В принципе, он сколько, 90 едем. Сейчас когда-нибудь обгоним. Давайте будем немножко поагрессивнее даже ехать, то есть ничего страшного. На расход никак не повлияет практически на средний. Потому что средняя скорость автомобиля все равно большая. Вот видите, я газульку нажал, при этом ее все равно бросил. И в итоге, то есть, компенсировал практически то, что нажал на газульку. Сейчас 100 едем, 110, в принципе, разрешенное. Давайте мотор чуть-чуть. Спидометре 110, расход уже 15. Да, кстати, кто-то там вопрос писал про то, что думаешь ты или не думаешь о том, что вот надо экономить. Нет, вообще не думаешь. Машина, в принципе, с всеми проблемами, связанными с экономией топлива, она занимается сама. Вот. Очень интересный момент по поводу шумоизоляции. Кстати, да, есть у Lexus RX 400H нюанс, связанный с тем, что такое ощущение, что у него есть не очень хорошая здесь звукоизоляция штатная, потому что очень сильно ощутимо, когда вы переходите с одной резины на другую. Вот у меня тоже вот была недавно ситуация, что я купил Nokia Hakkapeliitta, хорошую резину, зимнюю. Так вот, я даже, вот, извините, конечно, но я отзыв негативный на эту резину написал, потому что она мне показалась очень шумной по сравнению с Yokohama, которая была у меня раньше. Я сейчас напишу название резины. Вот. Вот реально машина стала очень шумная внутри. Если вы слышите, что я сейчас даже тон голоса повысил, потому что на скорости 110 км в час достаточно сложно шепотом разговаривать. Резина шумная. То есть вот с тихой резиной, с Yokohama вообще было все здесь очень хорошо.
Вот. Но, тем не менее, от резины вполне возможно, что может зависеть расход топлива, потому что вот у меня сложилось такое впечатление, что после перехода на резину, которая специально заточена под электромобили и под гибридные автомобили, там у нее накат побольше, она может быть сама по себе резина как-то по-другому устроена, пожестче. Короче, возможно, пришлось пожертвовать немножко шумностью для того, чтобы уменьшить расход. Вот. И тем не менее, вот получается так. Вот я уже на 12,5 вышел, да. Смотрите. Едем сотку. И вот уже 12,3, уже, все меньше и меньше. То есть вот реально, поэтому, когда мы сейчас приедем, мы продолжим съемку, и там вы посмотрите уже, какой в итоге у нас расход получился. Кстати, да, вопроса такого не было, да, но тем не менее, допустим, могу сказать, что с точки зрения проходимости, то ли это связано, опять-таки, с этой хакапелитой, то ли это связано с тем, что машина хорошая с точки зрения там проходимости. Вот, но тем не менее, на голом льду в горку я несколько раз вытаскивал машину соседскую из сугроба в натяг, без пробуксовок, без ничего, цеплялась и ехала. Удивительно, конечно, потому что вот в том месте вообще реально тут газельки стояли, мы тут недавно после, типа Лады Ларгуса что-то прямо выталкивали из двора, потому что он в эту горку забраться не смог на моноприводе вообще. А я при этом умудрился вытащить из сугроба вот в эту же самую горку машину. То есть он под нагрузкой умудрился выехать и без всяких заморочек. Поэтому от резины, во-первых, много зависит. Это, во-первых, безопасность, скорее всего, на льду резина хорошо держится. А во-вторых, расход топлива вполне возможно, что завязан с этим. И вполне возможно, что, в принципе, шумность — это все-таки нюанс автомобиля, скорее всего, может быть, даже не резина. Ну, все тогда. Кстати, покажи, вот уже 11,5. Я думаю, нам еще осталось километров 10-15 ехать, и мы перейдем, получается, 9 литров, 9 с копеечками у нас получится где-то, да. Вот прошло минут 15-20, наверное, посмотрите, мы проехали 9,2, мы проехали 29 километров, расход у нас уже достиг 9,2, то есть, я думаю, до конечного пункта доедем, все-таки даже 9,0 получится. Вот, причем мы умудрились потолкаться немножко в московских пробках, то есть не то чтобы совсем свободно ехали, то есть ехали с пробками, ехали, не торопясь, с одной стороны, да, с другой стороны, то есть сильно, то есть тоже не, как бы, не тупили нигде. Вот, поэтому расход, в принципе, вот, где-то около 9, 9,3, 9,4, это нормальный расход, вот у нас получается так. Вот, еще, пока не забыл, кто-то задавал мне вопрос по поводу того, как вот на дисплее изменять информацию. Для того, чтобы на экране изменить отображение, нажимаем кнопочку на дисплей, вот дисплей, видите, меняется картинка там. Мы можем менять все, что хотим. Ну вот, у нас в итоге получилось что? Проехали мы 32 километра. В городском цикле с холодного мотора мы сбросили показания. Сейчас приехали на место в городском цикле. В итоге у нас получилось 9,2 литра. Танюшка, покажи. Получилось 9,2 литра расход на 100 километров. То есть про какие 12 литров разговор идет, у вас вообще непонятно, поэтому вы с машиной, пожалуйста, разберитесь, потому что, не должна столько кушать, это 100%. Вот, сейчас мы пойдем поработаем. После того, как мы поработаем, мы придем сюда к холодной машине, покажу, как она заводится. Не переключайтесь, сейчас будет продолжение. Сейчас мы покажем, как заводится машина без стартера. Машина заводится без стартера. Эта машина заводится без стартера. Это гибрид. Заводится специфически. Сейчас вы увидите. Сейчас я возьму камеру. Так. Капот как раз открыл. Как раз водички долить. Подожди, Танюшка, пока не заводи. А то мне тут ничего не видно.
Так, Танюш, сначала зажигание включи. Вот этот бачок, это бачок охлаждения инвертора. А теперь заведи. Вот, собственно говоря, мотор завелся. Слышали, звука стартера не было. Вот. А здесь идея такая. Вот этот бачок. Вот, вот в этом бачке внутри бурлит, видите, бульки есть. Это бурлит помпа. Вот помпа, она охлаждает инвертор, и только в случае выхода из строя помпы может произойти какая-то фигня непонятная. Вот видите, уровень булькается здесь. Он уровень перемещается. Это говорит о том, что помпа работает, и все хорошо. Никаких посторонних звуков при включении не было. Я даже подумал, что она не включила зажигание. Вот двигатель перешел на второй режим. Собственно говоря, вот так вот и работает гибридная установка. Сама заводит двигатель, сама обслуживает. И вот на этом мы наше видео заканчиваем. Если у вас есть вопросы по поводу гибрида, почему так долго не выходили видосы на этом видео? Потому что Lexus категорически скучная машина. Ну, ничего себе не случается с автомобилем. Вот про что сделать видео, я не знаю. Поэтому, кому что интересно, у кого есть какие-то интересные вопросы, задавайте. Обязательно на них отвечу. С вами был Амир Гумеров. До свидания. Всем удачи, всем пока.